Сегодня у нас тема управления деньгами через свою энергию. В нашей дате рождения все заложено прийти или не прийти к деньгам. Если не прийти, это называется прокрастинация. Вы думаете, планируете, что что-то в этой жизни, в общем-то, вы будете делать, рассказываете, но ничего не происходит. Причина этой прокрастинации заложена в нашей дате рождения. Заложена внутри тех иллюзий, которые мы проживаем. То есть это иллюзии наши. И сегодня, если вы меня услышите и все сделаете так, как в общем-то, для того, чтобы прийти к результату положительному, то и произойдет, что вот эта прокрастинация, прокрастинация – это откладывание наших дел на потом. Потом. И происходит, что вот эта наша иллюзия, которую мы якобы принимаем за то, что результат, мы хотим прийти к этому результату, но у нас не получается. Мы проговариваем, мы это проживаем якобы, общаемся с людьми, рассказываем им наши планы, все это, но не сдвигается с точки наши дела эти. И поэтому для того, чтобы как бы вот произошел какой-то результат, нам нужно, в основном вот люди ходят, смотрят вниз и думают о чем-то там, о своих галлюцинациях, так я скажу. Да. Вот сейчас сядьте ровно, очень ровно сядьте и посмотрите вперед. Вот глаза у вас ровно вперед, чуть-чуть выше горизонта, чуть-чуть. И вот когда вы находитесь в этом состоянии, вы принимаете то, что к вам приходит. Вы видите, вы слышите, вы чувствуете. И вот это состояние старайтесь держать, и тогда у вас открываются вот эти просторы этой Вселенной. Вот делайте это упражнение очень часто, вспоминайте вот этот сегодняшний день наш, и тогда все будет у вас вообще чудесно и прекрасно. У каждого человека, который родился, не имеет значения, какого числа, у вас будет энергия, прилив энергии. Почему у нас не происходит вот эта прокрастинация у нас происходит у любого знака? Да, у нас 9 планет, начиная с 1 по 9, вот 9 планет. У каждого рожденного человека это число сознания. И мы утром встаем, и нам Господь дает энергию на творение. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что мы находимся вот в какое-то свое эго. То есть мы не доверяем Вселенной. Вот возьмите бутылочку воды, закрученную бутылочку воды. Вот вы утром встаете, Господь вам дает энергию, а вы ее не принимаете, потому что вот эта крышка сверху бутылочки, она закручена, а энергия там. Вот когда вам эго не дает этого сделать. Почему? Откройте эту крышечку, эго свое, чуть-чуть уберите и примите то, что дает вам Господь. И тогда у вас открываются все, чудеса. Вот просто происходят чудеса. И для каждого знака я сейчас расскажу. Вот смотрите, вот, допустим, стоит чемодан денег. И каждый человек, каждое число рождения, это сознание,
относится к этому моменту, как взять эти деньги. Вот смотрите, единица. Единица – это у нас люди, рожденные. Так, сейчас люди, рожденные 1 числа, 10, 19 и 28. Это планета Солнце. Что они делают? Они готовы все организовать, создать команду, но сам пример и, допустим, вступить на, ну, вот пойти и взять эти деньги, они не могут. Они не могут, потому что по своему рождению они этого не могут сделать. Им нужна команда. Аня, а можно сделать так, чтобы тебя было видно? Да, вот у меня тоже, смотрю, не видно, я думаю, может, просто мне... Да, конечно, Ага, да. вот, да, все. Вот. И вот это планета Солнце, они очень активны, они очень целеустремленные, но они сами, им нужна команда. Это те, которые рождены 1 числа. Поэтому они все организовывают, все делают. Они не пойдут за этими деньгами. Вот, допустим, я же говорю, стоит чемодан денег. Они не пойдут туда. Они все организуют для того, чтобы кто-то это сделал. Организаторы, короче. Они организаторы, да. Они очень большие организаторы. Вот. Двоечка. Двоечка – это люди, рожденные 2, 11, 20 и 29. Их вектор сознания, эго, всегда хочет к тому, чтобы от кому-то примкнуть. Они очень такие, ну, хотят, чтобы им кто-то помогал, чтобы кто-то с ними был рядом. Они очень хорошие исполнители. Их сознание пока не найдет кого-то, кому они подойдут и будут помогать, они находятся вообще вот, ну, в прострации. Они не знают, что им делать. Кто-нибудь Вот есть у нас двоечки? Двоечки. Если двоечки, да, если есть какая-то задача, они начинают сильно сомневаться. Их эго хочет понять, прежде чем действовать. И в этом заложена их иллюзия. Они мечутся, как правильно поступить. Их прокрастинация заложена в том, что если к ним пришла идея, то сомнения внутри не дают им это сделать. Но если рядом находится единица и скажет: пойдем, сделаем, и двоечка идет и делает. То есть должен быть организатор для двоечки. Они очень хорошие психологи, очень хорошие, но слабые внутри. Вот, поэтому вот так вот, двоечки. Число сознания 3. Это люди, рожденные 3, 12, 21, 30. Они очень любят учиться. Они очень любят знания. И их прокрастинация заложена в том, что они хотят построить систему, они хотят получить четкую инструкцию, как прийти, допустим, к тому же чемодану, где стоит с деньгами. И эту инструкцию они хотят раздать, то есть не просто сами для себя они создают эту инструкцию, а они ее раздают всем. Да. Вот. И также они сами не идут к этим деньгам, к этому чемодану. Они точно так же ищут людей, кто пойдет и сделает за них это дело. Ну, в основном, как говорят, вот двоечка себя очень хорошо чувствует, когда она находится между вот друзья, там, подруги,
или коллеги между единицей, организатором, и троечкой. Двойка Мгм. чувствует себя великолепно. Она делает все для единицы и троечки. Мгм. Ну, чтобы ее направляли, короче, да? Да, обязательно. Двоечка, ну, Мгм. вот так вот. Да, Ну, понятно, да. да. И вот А вот тогда как происходит... Ага. бизнес-партнеры, они хорошие? И если рядом есть лидеры, то да. Да, обязательно. И вот сознание четверочка, те, которые родились 4 числа. Вот, Они я очень, четвертый, так. эти люди очень суетные. Их иллюзия заключается в том, что правильно ли эта цель или нет. У них много целей. Вот сразу много целей. Да. И вот, допустим, я беру тот же пример, да, чемодан с деньгами стоит. И вот четверочка, она всем расскажет, что вот там есть деньги, вот там стоит чемодан. Вот пойдемте туда. И пока она собирает, вот это рассказывает, она уже забывает, мне уже другая идея пришла в голову. Уже она и забыла за эти деньги, за этот чемодан, все, она дальше пошла. И когда ей говорят, подожди, я согласна с тобой пойти, она говорит, а куда пойти? Ну там же ты говорила, что там вот какая-то проект есть, да, давай этот проект мы с тобой сделаем, там все. Она говорит, какой проект? Я тебе это что, говорила, что ли? Такого быть не может. А это действительно так. То есть много целей, много целей. Мгм. И вот Мгм. в этом это вот ее прокрастинация, понимаете, что она не бежит вперед, суета, бежит. Мгм. У них очень хороший контент происходит с девяточкой, у четверки с девяточкой. Почему? Потому что девятка, она тоже суетная. Это планета Марс. А у четверки планета Раху, по-моему. Вот. Ну да, правильно, четверка Раху планета, а у девятки Марс. Вот. И поэтому девятка тоже суетная. И у них вот этот вот, они друг друга якобы понимают, но дела с места не сдвигаются. То есть друг друга Да, суетят, да? да. Я сейчас говорю о минусах. То, что заложено нам Мгм. природой. Почему? Потому что не то, что природой, нашими уже страхами, которые вошли в нас, которые передались нам по роду, вот эти все страхи. И сейчас мы получаем результат. И как потом с этого выходить, это я уже в конце потом расскажу вам, как правильно себя вести для того, чтобы добиться результата. Мгм. Мгм. Вот, поэтому, значит, А четверка какие еще там это самое числа? в смысле числа? Ну вот тройка там 12, 21, 31. А четверка, какие у нас тут числа? Сейчас скажу, какие числа у нас. 4, 13, 22 и 31. 12, 22. Да. У четверочки она очень честная, борьба за справедливость, креативность и трансформатор, новатор. Но по жизни она неудовлетворенная. И происходит какое-то такое отчуждение, что люди не понимают. И вот этим она разрушается, Мгм. четверочка. Вот. То есть если она понимает, она может Очень себя добрые. трансформировать, да? Да. Если она себя понимает, я же говорю, я сейчас пока минусы говорю. Они очень добрые, эти люди, они креативные, ну я же уже говорила это, да? Честные. Их бесит, если вдруг что-то вокруг вообще нечестно. Их бесит это. Мгм. Мгм. Да. Число сознания 5.
то есть люди, рожденные 5, 14 и 23, их прокрастинация заложена в том, что они говорят и они говорят и действуют о том, что, допустим, если тот же чемодан с деньгами стоит рядом, они должны найти самый эффективный путь из точки А в точку Б. Это не просто взять, пойти и все. Нет, они целый план составляют. И должен или должна там понять, правильно ли это, что я пойду к этим деньгам, правильно ли эта идея, а не сделал ли кто-то это уже, и правильно ли, что в это буду участвовать я. Я никого не обижу. Вот так вот, понимаешь, чтобы никто ж не обиделся, чтобы взять эти денежки. Вот, ну, такие вот они, пятерочки. Они все анализируют, как тройки. У троек всегда обязательно, прежде чем приступить, они составляют план. Без плана они вообще не двигаются. Они составили план и дальше никуда не двигаются. Все. Вот. Потому что вот пятерочка пытается понять, правильно ли этот путь, неправильно ли этот путь, идти туда или не идти. А пока я пойду, я смогу ли, допустим, забрать это или нет. Ну, вот такие какие-то вот качели. Или не обижу ли я кого-нибудь. Ну, такая пятерочка. И вот наступает число шестерочка. 6, 15 и 24 рожденные. Она говорит, я готова идти к чемодану, но, во-первых, зачем туда идти? Можно доехать. Во-вторых, надо понять, надо нанять водителя, а в-третьих, есть какая-то курьерская служба, которая привезет чемодан сюда. Прокрастинация заложена в том, что они ищут самый комфортный путь. Они не хотят утруждаться. Если число троечка не действует, не собрал анализ, да, то шестерочка не действует просто лень. Нужно найти творческий путь к любому задаче. Понимаете? Творческий путь. Только через творчество шестерочка живет. И вот в этом заложена прокрастинация. То есть, когда интересно, она делает, да? Конечно, когда интересно, она делает. Но в любом случае она ищет тот путь, чтобы это было все комфортно. Или ставятся такие жесткие рамки, что ну все, вот как меня сегодня поставили, я же шестерочка, меня поставили, мне дали задание. Если нет задачи, мне хорошо, я летаю, вот так вот. И в любом случае шестерочка – это комфорт. Даже вот кто Apple создал, он же тоже шестерочка, да? Как говорят. Стив Джобс. Да, Стив Джобс. Он же там телефон, вот этот кнопочный был. Потом, значит, iPad был, этот планшет был, потом еще там что-то было, да? Ой-ой-ой, ну нет. Это что-то то. Давай все воедино соединим, и будет вот так комфортно. Мне будет комфортно, он это создал. Или вот тот человек, я фамилию не помню, который создал вот эти все доставки на дом продукции. Тут что ходить по ресторанам, там, кафешечкам, да? Ты позвонил,
И вот тебе привезли домой, это тоже шестерочка. То есть они создают для себя комфорт. Ну, как бы получается для себя, но и для людей тоже комфорт создают. Да, это так работает шестерка. Вот. Семерочка. Числа рожденные 7, 16, Это Лена. 25. Да. Их прокрастинация заложена в том, что они ищут идею, которую никто не нашел, не создал. Это будет настолько уникально, что весь мир перевернется, когда узнает, что я это создала. Это вот так. То есть они ищут, ни к чему не приходят. Вот это в этом прокрастинация у них находится. И поэтому семерочка находится всегда в процессе идеи. Она ищет. Она, вот, допустим, там что-то делает, да, создает сайт там какой-то, 2 года создает. Опа, а тут уже создали этот сайт. Она идет дальше. А ей нужно брать семерочки. Вот уже что-то создано, брать за эту идею и идти дальше. Вот тогда у нее вот это пройдет вот эта прокрастинация, и будет такой большой подъем, и понимание, и принимание, и все у нее в жизни получится прекрасно. Надо сесть и крутить педали. Да, конечно, да. А не идти то, что, ой, что я буду создавать, это уже создали. Так, у меня такая идея. Ой, пока я думала, там уже создали это. Блин, ну что ж мне делать? А? Ну ладно, я придумала. Чем еще другую. создать, да? Да, я Чем придумала еще другую идею. Чтобы еще создать, да. Вот так вот работает. Восьмерочка. Восьмерочка – это прокрастинация в том, что они не знают, какой результат они получат. Они не действуют, пока не поймут, сколько они потратят и сколько заработают. Так работает их ум. А им нужно просто брать и делать, и не думать о том, сколько они получат в результате. Они же трудоголики, естественно, они работают ради работы. Да? О, Наташа машет головой. Конечно. Вот, девяточки, люди, рожденные 9, 18 и 27. Проект это... Катя. Да, проект это мой, но если будете благодарны, я вас буду, то есть, вести к цели. Вот она создала проект. И если ей никто не говорит, ой, какая ты вообще молодец, какая ты умница, мы так тебе благодарны. Ага, получат. Нужно, если не благодарить, все, тогда нет. Это вообще, это нужно как-то подход находить обязательно, потому что это Марс, планета, они... Но они такие люди своеобразные, да, и прокрастинация не дает им энергию для того, чтобы, потому что они вот, допустим, ну, как сказать, топотят ножками там и говорят, вот я там этому человеку сделал добро, я этому человеку сделал добро, я этому сделал, а они мне неблагодарны. Вот такие вот. И тогда получается, что они, ну, как бы, не то, что они не замыкаются, нет, они, ну, уходят на какую-то свою волну. Ну, чтобы им восхищались, наверное, да? Нет понимания, да, нет понимания и принимания других людей. Это вот так у девяточки работает, да. Катя, согласна? Нет. К чемодану с деньгами они как идут, Анна? Идут и берут. Они идут и берут, но если, смотри, если тебя позовут пойти и взять, ты будешь в конце хвоста, ты скажешь, нет, я не пойду туда, это мне не надо. Но если ты скажешь, так, становитесь за мной, пошли к чемодану с деньгами, вот тогда ты пойдешь впереди, за тобой, чтобы стояли люди.
Поняла? Ты как бы, ну, ты лидер, но в то же время, чтобы это было с благодарностью. Вот так. Мгм. А семерки как Понятно. идут? Чемоданы с деньгами. Так я же говорила. Про чемодан? Ну, я за семерочек говорила. Ну да, я помню, что говорили, что если кто-то уже создал, то все, в этом прокрастинация. А как с деньгами вот связать? Но это с проектами, с деньгами, это все то же самое. Это же то же самое, заложено в том, что они ищут идею, которую никто не нашел, не создал. Только она может создать. Она вообще вот просто лидер в этом. А семерочке нужно не искать идею, не идти там, допустим, создавать. Вот надумала что-то создать, ага, а уже люди создали, потому что время прошло, очень долго думает над какой-то идеей, над каким-то проектом. А нужно брать идею, та уже, которая есть, и развивать ее. Не обязательно, что ты ее создала, кто-то создал, развивай ее дальше. Вот это плюсы. Позвали к семерок. чемодану, надо ломиться к Да. этому чемодану с семерки, а не Конечно, ждать. конечно, они ждать. И- Когда ты тут войдешь, дойдешь до этого чемодана, встала и пошла. Все. Его заберут, пока она будет ждать идти долго. Пока будет думать, надо или не надо, да? Вот. Да, Некоторые слишком долго учатся. это вот как раз тройки. Они учатся, у них эти все планы, у них там это все должно быть по инструкции, чтобы вот так вот, да, вдох по инструкции, выдох, да, 2 инструкции, да. Да, вот Это не так. хватает творчества. Творчество. Человек, который творческий, он сразу начинает делать. Ну, тоже. Да, просто Вот, играют. смотрите, прокрастинация именно, да, это не обязательно деньги, это какие-то действия в нашей жизни. Поэтому не дает энергии человеку внутри. Вот мы утром встаем, я уже говорила это, да, у каждого есть энергия, каждый выспался, каждому Творец дал какую-то идею в голову. Вот встаешь с какой-то идеей в голове. И нам мешает вот это наше эго. Ой, ладно, потом сделаю. Ой, ладно, не буду сегодня, завтра. И вот это вот, возьми и сразу сделай. Любое, что Солнце, любая планета, любой человек, рожденный какого бы ни было числа, возьми и сделай. И не откладывай на потом. А откладывание на потом – это наши страхи, которые в нас уже приобретенные по жизни, переданные. Вот эти страхи, вот это нам создает эту прокрастинацию. И поэтому не дают нам реализовываться наши страхи. Ну, получится, будет 2 результата. Либо плохо, либо хорошо. Смотрите, теперь, значит, число 1. Вместо того, чтобы искать Эго команду, мешает. самому пойти и сделать. И помочь кому-то дойти до этой цели. До какого-то проекта, там все. Вот это плюсы. Это так должно быть. И вот тогда будет процветание. 2. Не надо быть для всех хорошей, а выработать свою личную стратегию. Не сомневаться, пойти и сделать, потому что как бы правильно понять, так это или не так. Потом уже поймешь, когда ты сделаешь, а не до того сомневаться. Число 3. Пойти сделать, взять первые деньги с проекта там, ну, какого-то, да, и только после этого строить какие-то свои эти умозаключения. Да, какие-то свои там стратегии. Потом фантазировать. Конечно, потом уже фантазируй, возьми все. То есть действие, первое действие. 4.
бегать по этим целям надо, чтобы не бегать по этим целям туда-сюда, да, сделал, забыл, какая цель там, не достиг ее, а нужно выработать анализ, выбрать одну цель, вместо того, чтобы всем рассказывать, как туда прийти, пойти и самой сделать. А четверочка Мгм. любит рассказывать. У меня подруга четверочка. Ага, Да, это ага. знает. Да, да. И вот и сделать через анализ одну цель, сделать ее, закончить, и потом уже идти ко второй цели. Число Мгм. пятерочка. Не бояться правильно или неправильно Мгм. сделал, да, делаешь, идешь там осуществлять какой-то проект, ну, какие-то действия делать, да, нужно вступить на этот проект, вытащить оттуда первые деньги и только после этого выстраивать всю красоту и эффективность. Чтобы это было все красиво, эффективно, но ты при деньгах. Шестерочка. Это я Шестерочка. с Нужно Аней. поднять. Да, это я тоже. Нужно поднять свою попу, пойти и сделать много раз, и потом выстраивать свою творческую систему. Мы без творчества мы не можем. Нам нужно идти и делать, то есть отключить, Критику. сделать, да, а потом уже красиво все это сделать, да. Ну, при деньгах. Число семерочка. Сначала Перестать заработать. искать эту уникальную идею и взять готовую, у кого получилось, и только после этого трансформировать ее в уникальную. Поняла, семерка? Поняла. Семерка? Поняла? Да-да. Берешь идею, Спасибо. Да что-то трансформируешь, меня выбивает, что-то да, меня. уникальную. Восьмерочка. Не ждать результатов, и будет результат проекта, и делать его, и потом уже в этом или в другом, то есть тоже делать, не ждать результата. Это наша Лариса. Вся история, девочки, вот всех Наташа чисел тоже. наших, всех наших планет, да, в том, что мы сначала не делаем, а ожидаем от того, что мы будем делать, мы ожидаем какой-то результат. Вы делаете, Мгм. ну я это тоже себе говорю, делайте, Где? а потом уже анализируйте. Как дети, они анализируют, они просто делают и все, что им нравится, то они и делают. Вот для того, Мгм. чтобы прийти в какой-то проект или куда-то, представьте себе ребенка, Мгм. отключите мозг свой и идите просто напролом. И Вселенная всегда поможет, потому что вы туда запустили энергию. Вот. Мгм. Число 9. У нас есть девяточки? Катюша. Ты Люба. 9 числа родилась? 9 числа родилась? 18-го. Ага, 9, девяточка, да. Это, ну, я уже говорила, да, перестать жить историями о том, что вы помогаете всем, и вы должны только быть впереди. И быть всегда впереди, и только... Наталья. У нас еще одна Вот. Наталья. Не показывается. Наталья. Девочки, Вы всё какая? это из-за того, Какое что число? из-за того, Я 8. Не, вот тут у нас еще одна Наталья. всё. Я вас знаю, конечно. Это другая Наталья еще есть. девочки, все это из-за того, что мы не доверяем себе, мы не доверяем людям, мы не доверяем Вселенной, эти наши страхи, они нам мешают. И я бы сейчас хотела сделать медитацию. Готовы? Мгм.
Без музыки, потому что я не знаю, как это делать, поэтому закрываем глазки, садимся ровно, ровно, так, чтобы глаза, как вы открываете глазки, чтобы они были чуть-чуть выше, вот как прямо вы смотрите, чуть выше. Угу. Угу. Закрываете глазки. Угу. Представьте, сколько в этой жизни вы пропустили идей, желаний. И точно одна была та, которую вы очень-очень сильно хотели и желали. И то, что вы не позволили себе это сделать, не разрешили. Представьте эту идею и представьте, как вы прокрастинируете. То есть вы откладываете это на потом. Представьте сейчас себя маленьким, маленькой, примерно 5-6 лет. Увидьте, как вы прекрасны. И даже не осознаете, что родились с какой-то датой рождения. И что вас ждет то или иное событие, какие-то испытания в жизни. Но с другой стороны, вас ждут огромные-огромные возможности. И пообещайте этому ребенку, проговаривайте сейчас, я тебе обещаю. Я себе обещаю. Мы с тобой добьемся успеха. Я тебе обещаю. Ты идешь самым лучшим путем. Ты идешь самым лучшим путем. Я не дам моим страхам, переживаниям Моим страхом, переживанием ограничить твои возможности. ограничить свои возможности. Я обещаю, мы с тобой это сделаем. Я обещаю, мы с тобой это сделаем. Мы достойны успеха с тобой. Мы достойны успеха с тобой. Я тебя очень-очень сильно люблю. Я тебя очень-очень сильно люблю. И я сделаю все, чтобы мы с тобой добились успеха. Всем, чтобы мы с тобой добились успеха. Обнимите этого ребенка. Никакая прокрастинация, никакие страхи. Мы с тобой достойны любви. Угу.
Мы с тобой достойны успеха. Мы с тобой достойны успеха. Всего, всего, всего на этом свете. Всего, всего, всего на этом И как только у тебя появится страх, только у тебя появится страх, замени его на чувство любви. замени на чувство любви. И теперь обними этого ребенка сильно, сильно. И отпусти его. Представь перед собой огромный, огромный свет. И иди в ту сторону, не бойся. Ты можешь идти на этот свет уверенно, расправив плечи, с любовью. Ты достоин всего-всего в этой жизни. Ты самый лучший. Вдох. Задержка. Выдох. Еще раз вдох. Задержка. Выдох. И еще раз вдох. Задержка. И выдох. Открываем глазки. Встаем. Встаем. Все. Встаем. Ставим ручки, девочки. Видно меня? Вот так ставим ручки. Вот так. Видно меня? Да. Да. Голова прямо, взгляд прямо. Закрываем глазки и получаем от Вселенной поток энергии через руки во все тело. Вдох. Получаем, получаем. Во все тело через руки идет сильнейший поток. Глубокий вдох, выдох, девочки. Получаем, получаем энергию, получаем радость, получаем любовь. Я пишу там, оставь. Там у Аминки есть листик. Пропускаем энергию через тело, пропускаем. Угу. Вдох, выдох. И расслабились. Расслабились. Открываем глазки. Садимся.